был такой замороченный, вы себе представить просто не можете. Я боялся, что уже когда в поезд сел, уже когда все едем, уже начал переживать, что меня на органы распродадут, там, как я вернусь потом. И было такое ощущение, что у нас как будто помимо Геннадия просто взяли и бережно за руку ведут из одного места в другое. Такой бред, такой абсурд вылезает. Думаешь, вот каждый человек в отдельности, настолько хорошие люди, но когда вместе собираются, как будто сама жизнь так закручивает их, что она через этих людей начинает друг другу прям помогать отрабатывать какую-то, их вот эту самость. Привет, меня зовут Артем. Я инструктор школы Гивина. Причем начал обучение свое очень давно, уже около 9 лет назад. И меня попросили рассказать о том, как все это начиналось. Я думаю, вам тоже будет интересно. В общем, я расскажу это с позиции своего опыта, конечно, а не как-то там, хронологически. В общем, я когда пришел, я заинтересовался по очень простой причине, уже дошел до такой стадии напряжения, что уже просто не оставалось ничего. Начал искать, и как так получилось, что нашел такие курсы, меня смехотерапия привлекла, и прошел их. И когда прошел, уже получил там хороший такой результат, и не буду на этом останавливаться, в общем, стал заниматься, сам стал заниматься, уехал куда-то на дачу потом после курса, и как-то вялотекуще там что-то делал. И где-то через месяц мне написал инструктор, и сказал, говорит, хочешь, там можно клубные занятия начать проводить в Москве, если группа соберется. Думаю, почему бы нет? А у меня спустя где-то месяц что-то такое было хондрическое настроение. Я тогда узнал о дефекте одном сердечном своем. И у меня такие настроения были упаднические. Мне казалось, как мне теперь жить с этой бомбой внутри меня? Такое было. Какая-то жалость к себе, там все такое. И я пришел на клубные занятия, там было всего 5 человек, и одна женщина из них, она была что-то вроде психолога, наверное, не знаю, насколько прям официально, очень мудрая женщина. И я удивился тому, как никогда такого не встречал в жизни, что люди могут с такой теплотой относиться, Я как-то она увидела, что мне плохо, что-то начала меня расспрашивать, я ей рассказал. Я был закрыт и очень, поделился. И, в общем, с этого момента я понял, что это круто. Это так здорово, когда люди так умеют общаться. Меня это как-то пленило, я стал заниматься. Не скажу, что я прям был идеальным учеником, но мне нравилось там какие-то эффекты, осознанность более глубокая, более глубокий отдых и так далее. И где-то, через еще месяц, что ли, какие-то первые лекции Геннадия мне поскидывали, были в ужасном качестве, просто вообще отвратительные. И я их слушал, мне казалось, что это за бандит их читает вообще. У Геннадия сорван голос, он же тренер профессиональный по плаванию, по борьбе, ему приходилось часто орать, и он так сорвал, поэтому у него такой специфический, в общем, тембр. И я тогда этого, естественно, не знал, думаю, что-то интересное он говорит. А на занятиях, когда приезжали инструктора, рассказывали какие-то глубокие вещи, про жизнь, все такое, я думал, ерунду какую-то несут. Но меня привлекло то, что они говорили, что жизнь живая, она откликается, реагирует на наши изменения внутренние, и она хочет чего-то от нас. То есть я понимал, они говорили, хочет нашего развития, нашего движения ей навстречу. И как-то это мне срезонировало. Где-то через полгода я решил поехать на медитацию, хотя это мне тоже далось так непростое решение было для меня. Но было это интересно, хотя было страшно очень. Я был такой замороченный, вы себе представить просто не можете. Я боялся, что уже когда в поезд сел, уже когда все едем, уже начал переживать, что меня на органы распродадут, как я вернусь потом. В общем, история была та еще. Но я приехал, начал заниматься, в общем, все оказалось достаточно просто, очень интересно. И общение с этими людьми более глубокое, которые так интересуются жизнью, какие-то открытия каждый день, прям такие озарения. И
Ну, действительно, это было что-то невероятное, потому что спустя 1,5 недели я почувствовал, как будто я отдохнул за всю свою жизнь. Хотя я не мог себе такого никогда представить, что такое в принципе возможно. Я ездил в отпуска, но такого никогда я не испытывал. Но тогда же я понял, что самое главное, от чего в принципе я устал, это свой ум. То есть как вот я сам себя задалбываю постоянно. Я принял решение учиться. Ну, вернулся в Москву, и, в принципе, Геннадий тогда же сказал на том же ретрите, на много вопросов отвечал тогда, гораздо больше, чем сейчас. Сейчас он больше по практике. И он рассказал, что, в принципе, ну вот есть такое понятие, как пробуждение, есть там много следующих таких ступенек уровней сознания, ведическую схему показал, и что вот для того, чтобы полностью выйти из этого механизма, из того, что называется колесо сансары, нужно сразу создавать команду, потому что после пробуждения в любом случае придется ее создавать или искать. В готовую команду попасть очень сложно, и все равно нам это придется делать, если мы хотим быстро дальше пойти. Поэтому он предлагает сэкономить нам время. И, в общем-то, так как-то я вот начал заниматься уже системно. Наши инструктора, на тот момент 2 девушки, ездили в Ригу, возвращались, обучали нас. И это вот был такой маленький клуб в Москве. В Риге на тот момент уже ничего не было. Но Геннадий сказал, что его освободили по основной деятельности, которой он занимался, кроме учительства. Каких-то там ребят ему выделили в помощь. И он стал как бы... у него появилась возможность, и перед ним, в общем, поставили задачу создания такого ретритного центра вот в Европе, как такого космодрома, куда люди будут попадать и очень быстро, прям как ракета, выстреливать. Вот такая была задача перед ним поставлена. Ну и как-то худо-бедно стал заниматься, и поначалу это были просто занятия 3 раза в неделю, без Геннадия, без онлайн-занятий. Просто мы собирались вместе, либо сами по себе, либо с инструктором, и как бы хорошо проводили время. Вот. Не было, методика была очень простой, очень такой лайтовый и начальный. Но потом постепенно мы так каждые 2-3 месяца ездили на ретриты, Геннадий нас там как-то включал, да, там как-то мы встряхивались, как-то делали какой-то еще шаг вот в глубину. Но потом возвращались и постепенно начинали буксовать. Он каждый раз говорил: ребят, для того, чтобы дальше двигаться, нужно что-то делать полезное для других. И мы так как бы зажигались, но потом социум, все вот это вот, как-то дела вот эти, отсутствие как таковой среды людей, которые так вот живут постоянно. В общем, нас все это затягивало. И потребовалось 1,5 года для того, чтобы вот действительно нас растрясти. И я помню, он предложил просто поехать помочь одному парню, который в Самаре у нас на тот момент учился. Он там был один, а когда ты долгое время один, без поддержки, без среды, без людей, с кем можно пообщаться, это тяжеловато. Ну и надо сказать, что мы не были такими уж прям друзьями закадычными, то есть мы встречались на занятиях, на ретритах, но мы мало так между собой друг с другом общались. То есть мы не были друг с другом друзьями. Это то же самое, что вот вы ходите на сатсанги, там, далеко, я уверен, что вы не становитесь закадычными друзьями с окружающими. Просто какие-то там соседи, да. И я стал учиться на инструктора тогда вместе с Валей Пула. Это был такой вообще трэш, потому что мы ничего не знали, вообще ничего не умели, кроме вот каких-то базовых совсем вещей. И мы поехали, сразу там начали знакомиться с людьми, там как-то в соцсетях, там, встречаться с ними просто как гости города, там общаться, рассказывать об этом всем. И я помню, мы как-то с Валей сидели на остановке автобусной, куда-то собирались ехать навстречу. Но она так лучше как бы говорит, чем я. И она говорит: давай, что бы ты сейчас рассказал человеку про практику? И я понимаю, что я 2 слов связать не могу вообще. Просто настолько, просто совершенно, я вообще не понимаю, чем я занимаюсь сам, и, точнее, вроде понимаю, но сказать об этом не могу. Когда как собака, да, которая все понимает, сказать ничего не может. Но это было очень круто, конечно, такой опыт необычный получили, потому что там нам удавалось по 2-3 раза встречаться в день с разными людьми. Это было вот общение прям очень глубокое о жизни. Когда так с человеком поговоришь о самом главном, такое ощущение, что ты всю жизнь его знаешь. И я получал там колоссальный опыт просто. И что интересно, Геннадий в тот момент нас поддерживал очень сильно, и мы почти каждый вечер с ним общались по скайпу, он нас как-то там наставлял, предсказывал, можно сказать, что будет сейчас, если мы пойдем туда, там о чем поговорить, что сказать. И было такое ощущение, что у нас как будто
вот помимо Геннадия просто взяли и вот бережно за руку ведут из одного места в другое. Это был прям удивительный опыт такой. И в то же время мы получили там опыт очень сильных трансформаций, когда вот начинаешь что-то говорить другому, рассказывать, через тебя начинает идти такой поток, который просто сносит тебя вообще. И там, я помню, был момент, когда 2-3 дня подряд я ходил на встречи, по 2-3 часа каждая встреча, по 2-3 встречи каждый день. И на третий день было ощущение, как будто я там в спортзале занимался весь день. Ломило все кости, до костей прям вообще. Вот такая была перестройка сильная. Но это был хороший опыт. И потом мы вернулись в команду в Москве, как-то начали это вот делиться, и как-то людей этим заражать, что действительно это было клево, это очень крутой опыт. Так постепенно в команде стала формироваться такая среда, когда люди стали что-то делать. Ну, уходили те, кому это, может, не очень было нужно, а приходили те, кому это тоже было так вот интересно, они как-то смотрели, что мы трудимся, загорались, тоже начинали это делать. Где-то вот через полгода я поехал в Минск, потому что там проводились тоже курсы начальные такие, и были люди, которым хотел, чтобы это там было, но нужен был инструктор. Я решил, что это было бы неплохо для практики. Переехал в Минск жить, тем более я не был ничем связан особенно. Я на тот момент уже ушел с работы даже специально, чтобы этим заниматься. И хотя это было, по-своему тяжко, вообще всем, кто начинал, было это довольно трудно, потому что надо было совмещать вот эту инструкторскую деятельность еще в другой стране, в другом месте и как-то еще зарабатывать. В общем, там свои были нюансы, не каждый, наверное, на это подпишется, но в тот момент мне достаточно было прям постелить там на полу где-нибудь, да, в прихожей на коврике было достаточно. Такой был аскет страшный, что даже приходилось потом меня перевоспитывать уже в школе, да, такое прям жесткое отрицание самого себя. Я занимался не потому, что мне просто хотелось быть инструктором, а потому что я чувствовал вот этот колоссальный эффект, что вылезают какие-то умственные программы, это происходит с большой скоростью, и это работает. Я вижу, что это работает у других людей, и очень хотелось это передавать. Вот поэтому просто стал учиться на инструктора. Вот. У нас это происходит так, это не так, вот, что я отучился, получил сертификат и иду потом зарабатывать этим. Да? У нас это совсем по-другому. У нас ты обучился, и вот давай, будь здоров, теперь трудись для других, а взамен, в общем, там особо на этом не заработаешь. И как-то поначалу еще там, конечно, в другом городе можно было там занятия какие-то проводить, но в целом у нас такой подход в школе, он привит именно Геннадием, потому что есть такой элемент, когда людям что-то делаешь, и ты делаешь это, по сути, ради заработка, ради денег, то да, ты можешь хорошо им помочь, конечно, но если впереди у тебя деньги, или если ты рассматриваешь это как способ жизни своей, то твой подход не будет достаточно чистым здесь. То есть, это какая-то тонкая очень корысть здесь есть. А если речь идет о безусловной отдаче, то по-настоящему максимально вложиться ты можешь без задней мысли, да, когда ты ничего от человека не ждешь, что ты там что-то получишь или там, в общем, такой простой принцип. И мы ему следуем. Так постепенно в Минске сформировалась маленькая команда. В Москве тоже она была, но Москва тяжелый город, и там как-то было очень тяжело, там же очень большие расстояния, надо, чтобы ехать на клубное занятие с работы, потом вернуться, у тебя целый день уходит, то есть работа и вот все, весь вечер. Чтобы что-то еще делать, этого довольно-таки было тяжело. А в Минске Геннадий предложил нам вместе снять какой-то коттедж и пожить. Это было поначалу всего 4-5 человек, но это был тоже необычный такой опыт, который Геннадий поддерживал как-то, чтобы мы не разбежались, потому что, конечно, так просто взять чужих совершенно друг другу людей, взять, поселить вместе, да. Геннадий с нами не жил, то есть это просто наш опыт. Он вообще, в принципе, в школе играет, именно просто такую немножко отстраненную роль человека, который нас как бы направляет и постоянно задает вот этот вектор цели. Он не строит это за нас. Он так и говорит, сразу сказал, что если я буду за вас это делать, то я вас ничему не смогу научить. Вам необходимо это делать, учиться самим. Вы это делаете не только для себя, конечно, но для людей еще, которые за вами пойдут.
И, в принципе, здесь есть один момент, да, определенный, потому что многих вещей ради себя не сделаешь. Ну, вот это он нам прививал. Он просто нас сопровождал так очень мягко, да, там как-то поддерживая, когда какие-то сильные переживания были. И это, конечно, честно могу сказать, дурдом вообще, потому что вот вместе занимаешься, когда еще что-то делаешь, эгоизм прет только так вообще. То есть, ну, такой бред, такой абсурд, ну, вылезает. Ну, думаешь, вот каждый человек в отдельности настолько хорошие люди, но когда вместе собираются, как будто сама жизнь так закручивает их, что она через этих людей начинает друг другу прям помогать отрабатывать какую-то, ну, их вот эту самость. Это было, конечно, ну, и очень интересно, и одновременно я спустя 2 года вот таких вот такой жизни в домиках уехал как-то в Москву в полном разочаровании, что, ну, господи, ну как так может быть, ну что за ахинея тут творится, да? То есть вроде, ну, внешне совершенно все прилично, там, потому что у нас, ну, вполне адекватные, нормальные люди, но просто как бы вот какие-то вот эти грани, да, вот острые вылезают, как какие-то мы все угловатые, да, и, в общем, постоянно были какие-то у нас, не то чтобы даже конфликты, но какое-то было такое напряжение взаимное, какое-то противостояние, да. То есть нельзя было сказать, что мы были командой. Просто, ну, такая группа ищущих, интересующихся, которые вот такие отчаянные сорвиголовы, да. На тот момент, кстати, уже в Минск из России много ребят приехало, таких тоже, которые не были особо привязаны, чтобы вот это делать и заниматься. И Геннадий тоже приехал в Минск жить для того, чтобы, ну, больше помогать нам, потому что он видел, что тут вот есть такая возможность, и мы, ну, как бы он там нужнее явно, там действительно большая команда, ну, группа уже собралась, по крайней мере. Так вот несколько домиков сформировалось, постепенно люди как-то, вот знаете, когда вместе живешь, и вот видно, что кто-то что-то делает вот полезно для других, этим горит, там пытается знания передавать, курсы набирать. Людям тоже было, ну, хотелось как-то подключаться, каждый старался помогать как мог. И так люди приходили, уходили, как-то проверяли себя, насколько им это надо. Постепенно, где-то за 5 лет вот этой вот деятельности сформировалось реально ядро. И в какой-то момент Геннадий сказал такую интересную такую вещь. Он сказал, говорит, вам удалось самое главное сделать, вам удалось сформировать команду. И теперь мы можем, ну, начать двигаться дальше. Он начал больше говорить о пробуждении. На тот момент был такой этап, чтобы кто-то из нас, вот, видимо, сделал какой-то вот этот шаг. Я в тот момент отметил, что вот он это сказал, и я вдруг так посмотрел и с удивлением думаю, действительно, вот тот же Саша Ларионов, один из наших ребят пробужденных, я вот всегда, ну, я даже как-то философски смотрел на это все еще раньше и думал, вот Саша Ларионов, мы с ним уже так давно вот общаемся друг с другом, да, но он, в принципе, для меня просто приятель. А вот у меня есть мои друзья вот из обычной жизни, вот они мне друзья. Я с ними даже вот не было, там у меня столько с ними каких-то контактов, как с Сашей, да, может быть, по делу там или еще. Но почему-то вот они просто пришли, сразу стали моими друзьями. А здесь вот я не могу так с чужим человеком, как-то так. А Геннадий всегда повторял, ну, что друзей мы сами себе создаем. И, ну, как-то я понимал вот эту важность, что для того, чтобы дальше быстрее пойти, нам нужна команда. Вот, ну, как-то вот я доверился ему в этом плане. И вот, ну, нужно найти друзей, то есть людей, которые вот, ну, с которыми мы сможем дружить действительно. И вот в тот момент, когда он сказал про команду, что мы сформировали, я почувствовал, что действительно вдруг я почувствовал, Саша мой друг, и Максим мой друг, и Валя мой друг, и многие другие действительно стали вот прямо чувствовать все, их по-другому стал чувствовать. И вот он стал говорить о пробуждении, больше как бы стал говорить, потому что до этого он как бы разные темы подводил, которые в основном касались внутренней работы и взаимодействия в команде, чтобы мы стали ближе друг к другу. Это были такие этапы, вот именно когда мы нарабатывали единение в команде, взаимовключение, да. И вот почти сразу проснулся Максим Одинцов. Кстати, опыты пробуждения были и до этого, и сам у меня тоже было такое. 2,5 года где-то я прожил в таком состоянии, потом, ну, из-за сильного стресса в жизни меня как бы затянуло обратно. Но это отдельный разговор, может, для отдельного видео. Как это происходит вообще, почему можно заснуть снова. Но вот тогда проснулся Максим, действительно, это было очень, ну, так, сильно, устойчиво, это было ярко. Потом через некоторое время Юля, и потом уже, ну, там, понеслось, короче говоря. И
Это было вот благодаря вот этому командному потенциалу наработанному. То есть уровень нашей группы, он постоянно рос. И мы видели, что с каждым новым курсом мы меняемся, приходят более зрелые, более готовые люди. Мы с ними еще меняемся сильнее, приходят на следующий курс еще более зрелые, готовые люди. Так постепенно рос вот этот как бы внутренний уровень или какая-то сплоченность. Ну, все, короче, росло. Школа как-то развивалась, уже методика начинала немножко дополняться. Там появилось конспектирование лекций, обязательное участие в процессе отдачи. То есть уже постепенно в школе стало становиться зазорно, если ты вот приходишь и просто ничего не делаешь, просто как вот ленишься, да. Обязательно начинали люди как-то включаться. Понятное дело, все равно возникало какое-то скрипение мозгов из-за этого, потому что это, это всегда как-то немножко противоестественно, да. Чего я жил, как жил, а тут вдруг что-то надо делать, какие-то указания выполнять, в общем. Обычный рабочий процесс школьный. И вот люди начали просыпаться, быстро как-то, это произошло где-то, наверное, за вот Максим, потом через полгода Юля, потом еще несколько человек. Где-то спустя год, чуть больше, проснулся уже где-то около 20 человек. Притом в команде тогда было на тот момент около 60 человек всего лишь. То есть это такой хороший, в принципе, потенциал. Мы набрали действительно. И КПД такое высокое. То есть это люди давно занимались действительно. И потом уже, когда это все произошло, Геннадий начал постепенно менять вот эту парадигму, уже не так про пробуждение говорить, потому что, многие слышали, это только самое начало. Хотя многим кажется, когда они вот с этим сталкиваются, их настолько это захватывает, вот эта вереница вот этих открытий, инсайтов, озарений, все, что тут начинает происходить, прям жизнь через тебя идет, что они на этом, в принципе, как бы останавливаются. То есть им останавливаются в рамках школы, по крайней мере, да, то есть они просто уходят жить дальше своей жизнью, это какой-то такой вот у них момент, но, в принципе, часто, там людям кажется, что уже и так они все знают. И Геннадий сам на этом когда-то тоже чуть не пролетел в молодости, и благодаря учителю вот смог дальше быстро пройти. И очень, говорит, был благодарен учителю за то, что тот его отправил в действующую команду. Тот сэкономил ему десятки лет. И вот Геннадий стал опять уже говорить о преображении, то есть о дальнейших вот этих этапах, которые там происходят после этого. И поставил, одно из таких, вы знаете, у нас в школе краеугольный камень обучения — это выполнение указаний. То есть выполнение инструкций, указаний. Если хочешь получить максимальный результат, будь в этом четок. Понятное дело, что четкость, дело, наверное, наживное, потому что я не знаю ни одного человека, который бы все мог и уметь делать сразу, как надо. Но по мере вот нашего опыта мы понимали, насколько это важно, и мы могли этот опыт уже передать другим людям. Насколько важно быть четким здесь, вот, можно сказать, безупречным даже вот в этом вопросе, потому что каждый раз, когда возникает вопрос, сделать или не сделать, вылезает обычно сразу наше эго, которое говорит: да зачем тебе это все, да сделай по-другому, сделай как тебе удобно. И у нас появляется возможность его увидеть, а не потакать ему. Увидеть этот механизм, который опять же держит нас в этих ежовых рукавицах. Как только ты его видишь, хватка ослабляется, опять природа твоя начинает проявлять себя. Вот с этого момента уже пошли там опыты более глубокие, то есть то, что за пробуждением. Здесь очень много разных вещей происходит, которые, наверное, в разных интервью там ребята рассказывают. И, в принципе, Геннадий дал задание такое, что расскажите об этом людям. Потому что до этого момента, в принципе, мы как-то особо не были, о себе особо не рассказывали. Иногда там как-то вялотекущие какие-то ролики Геннадия выкладывались в интернет. Но поскольку все делалось своими силами, руками вот таких активистов, волонтеров, да, то, понятное дело, о качестве каком-то говорить не приходилось. И мы начали когда работать на YouTube, там как-то это все снимать, выкладывать, и вот люди о нас узнали. В принципе, можно сказать, что школа как таковая, вот она сформировалась уже и сложилась, как-то в более таком оформленном виде именно вот в этот момент. Поэтому она достаточно молодая на самом деле. До этого был просто такой подготовительный этап. Как таковой школы не было, была еще просто тусовка такая. И вот с этого момента вот мы стали
уже такой более, не хочется сказать профессиональный, но более плодородной почвой для того, чтобы двигаться дальше. И к нам, когда про нас узнали, начали приходить уже более тоже такие люди, которым это очень надо. Не просто там, может быть, любители, такие любопытные исследователи, а люди, у которых прям вот был сильный запрос. И поэтому, конечно, когда человек приходит, и вот ему вот так вот надо, он настолько четок, настолько готов идти вперед, и ему все стенки, какие там ум ему выстраивает, они просто ни по чем, он через все это проламывает, то такого пробудить человека намного легче. И многие люди поэтому и просыпаются относительно быстро в школе. То есть они приходят, там проходит совсем мало времени, там меньше месяца иногда даже, да, там несколько месяцев, полгода, год, да, и это может случиться уже с людьми. И это как-то происходит. И плюс, то, что эта среда очень дружная, мы продолжаем вместе жить. То есть это не является обязательным условием, кто как хочет, да, но многим это интересно действительно. Кто-то просто в гости приезжает, периодически живет там с семьей. То есть это достаточно свободная в этом плане среда. Вот у нас появляется возможность вот это передавать друг другу. На тех же ретритах очень много пробужденных участвует, и на занятиях вне ретритов, которые продолжают идти по этому пути. И да, спрашивают иногда, как вот вы видите разницу между Геннадием и собой, типа этого не может быть, если вы пробуждены. На самом деле, скорее это говорит о том, что человек, который так говорит, не имеет некого камертона, то есть с кем он может свериться, потому что, да, действительно, это очень чувствуется, когда человек живет в таком раскрытом состоянии сознания. Но, тем не менее, мы всегда видим только то, насколько мы сами, чему мы соответствуем. То есть насколько мы открыты, да, настолько мы можем увидеть нечто в другом. Но если говорить о нашем, да, учителе, то мы всегда чувствуем, что он где-то дальше. И каждый раз там на какую-то ступеньку поднимаясь выше, мы опять это видим и понимаем, что его видение, оно еще более обширное. И здесь, да, можно сказать несколько слов об этом. Такой важный момент. В методике вообще собрано настолько много сильных ключевых моментов, которые, даже я, может быть, за раз так не смогу описать это все. Но их настолько много, и я вот, изучив много разных других систем, увидел, что вот там в этой используется то-то и то-то, но нету такого-то, такого-то там компонента, там нету таких-то, таких-то акцентов. Здесь там другие сильные, слабые стороны. А здесь, живая настолько система, она очень адаптируется к современности, то есть, как мы используем все самые современные технические какие-то средства для того, чтобы проводить качественные занятия, да. В плане методик, вот то, что именно рабочее такое, да, оно вот все здесь собрано. И это все вместе суммарно дает результат. Но самым важным здесь, конечно, является видение вот этого человека, который проделал этот путь. Потому что, конечно, люди просыпаются, и им хочется потом этим делиться, рассказывать об этом. У кого как-то язык подвешен, начинают проводить сатсанги, про это рассказывать, как-то тоже людей там тормошить, и они тоже получают результаты. Но в большинстве случаев мы можем поделиться тем, насколько мы сами это видим. Допустим, вот на своем уровне я вижу умственные программы многих людей, да, я могу их обучить каким-то методам, как им над собой работать. Но у меня нет видения такого, как мне столкнуть людей в совместной деятельности для того, чтобы они могли сковырнуть вот это, чтобы можно было это сковырнуть. Более того, я не умею так вот воздействовать, чтобы помогать людям это поднимать из глубин своих, да. И мастера пробуждения, они часто рассказывают просто свой опыт, свою какую-то теорию на этот счет, отрицая практики или наоборот предлагая какие-то практики. Это у кого какое мнение на этот счет просто сложилось, кто каким образом проснулся. Но более глубокого такого видения нет. И я сомневаюсь, что многие из них возьмут ответственность за своих учеников, что я прям точно 100% тебя там проведу. Тем более, большинство из них не говорит о неком выходе, о каких-то уровнях сознания. Обычно это все останавливается на моменте пробуждения, который вот им именно знаком. Вот та глубина, на которой они коснулись. Это не всегда, но так бывает. Многие в то же время говорят о том, что есть дальнейшие этапы. Вот. И Геннадий, он как-то, это чувствуется очень сильно по взаимодействию с ним, он видит вот эти процессы, которые происходят внутри команды,
совсем по-другому, не так, как вот мы видим их вот как бы отсюда, да. И это его видение и четкое знание, понимание вот того, что там происходит, как это происходит, оно позволяет ему вот, ну, он не говорит, что он берет ответственность за нас, но это просто чувствуется, как вот, знаете, взрослый человек, который там, как воспитатель даже, да, вот он видит, что там какие-то особенности детей, и он понимает, как из них сделать взрослых людей. А здесь вот пробуждение, сам момент, это просто некое знакомство со своей природой, а в принципе речь идет о том, знакомство со своей природой, понимание, что ты — это просто проводник. То есть через тебя здесь все просто происходит, так через тебя проявляется Вселенная, и как бы ты даже особо сильно, ну, как-то на это не влияешь, просто вот оно так вот проявляется через тебя. А задача — стать максимально чистым проводником. И, в принципе, вот та цель, которую Геннадий перед нами поставил, я про это еще не сказал, это создание как раз такого ретритного центра, поселения, где будут жить такие люди. Это с самого начала вот как одновременно некая маленькая задача и одновременно инструмент, через который мы развиваемся, о котором была речь все эти годы, да, и к которому мы все ближе и ближе сейчас подходим. Как-то тут уже чувствуется, что это вот витает в воздухе, уже там землю, ищут какие-то варианты, чтобы такой ретритный центр создать и уже не зависеть от каких-то других там площадей. И вот сейчас у нас на данный момент в команде уже где-то порядка, наверное, 160 человек. Это не считая вот ребят, которые на испытательном сроке находятся. И вот эти 150 человек, они все включены вот в этот процесс. Причем не за деньги включены, а вот включены так же, как вот мы когда начинали. Да? То есть все точно так же остается, но при этом качество, конечно, возросло, потому что огромный опыт накоплен за эти годы. Да? И вот многие там спрашивают, почему у вас такая качественная там, видео, такие классные. Там, да? Это просто вот люди это делают с душой. Ну, один из моментов практики, мы все учимся делать через сердце, то есть включая душу, да, подключая ее ко всем делам. И просто, ну, в команде появились в какой-то момент дизайнеры, которым это тоже было нужно, и они это вот так вот с душой делают. Поэтому оно так и смотрится, ну, хорошо. Понятное дело, что школа за время своего существования, особенно учитывая то, что это все делали люди, у которых не было никакого профессионального опыта вообще, в наборе курсов, в проведении этого всего, да, в организации, там, ну, во всяких других вопросах, в рекламе. Мы там, ну, косячили как только можно, наверное. И к школе бывает, ну, бывало много вопросов разных. Ну и потом люди, бывало, тоже не совсем и адекватные, кстати, попадались. То есть тут же такая сфера, где, ну, чего только не встретишь. И все это как-то, в общем, мы проходили, получали какую-то обратную связь, хорошую, там не совсем хорошую, и принимали ее как-то, да, совершенствовались. И мы сейчас находимся в таком же, в принципе, периоде, когда мы продолжаем совершенствоваться, и постоянно наша система как-то совершенствуется для того, чтобы быть эффективной для других людей. То есть она очень живая такая. Ну, подробно про это я не буду рассказывать, это уже там технические моменты какие-то, да. Но в целом вот, наверное, вот так бы я кратко, да, обозначил историю школы. И я думаю, что все самое интересное еще впереди.